Сегодняшнее видео создано для ребят, которые только начали играть в Великий Султан, и также она будет полезна игрокам, которые хотят разобраться в базовых знаниях по игре. Без этих знаний вы не сможете полноценно развиваться и получать максимальные ресурсы и награды по минимальным затратам. Под видео настроен тайм-код, благодаря которому вы всегда с легкостью найдете интересующую информацию по той или иной части игрового процесса. Перед тем, как начнем, поставьте лайк и подпишитесь на мой канал. Знакомство с игрой начнем с окна профиля Султана. Это основной экран вашего аккаунта, в котором основная информация по вашей репутации. Я ее выделю вот так. Ваш игровой ник, Дед Великий, уровень VIP, количество советников, наследников и партнеров. Ваша репутация, вот это сумма 4 показателей вашего дворца. Тактики, науки, политики и культуры. Не стоит путать султана и советников. Султан — это ваш игровой аккаунт, в котором есть множество советников, наложниц, детей, питомцев и многое другое. Советники — это персонажи в игре, которые вы получаете за определенные условия. За получение VIP очков, за прохождение кампаний в игре и за другие события. Рассмотрим тактику. Тактика Султана — это суммарный удар всех ваших советников, детей, питомцев. Чем выше тактика, тем меньше затрат солдат для прохождения кампаний и экспедиции. Тем сильнее сила удара вашего флота в пиратах и пиратской крепости. Также этот показатель важен при битве Федераций, битвы Альянсов и других битв, в которых важна сила вашего султана. Чем выше тактика, тем вы сильнее. Наука. Наука — показатель добычи золота султана. Данный параметр показан в виде книг у советников. В верхней строке указана сумма и количество золота у вашего султана на сейчас. Золото необходимо для повышения уровня советников, для путешествия наследников в министерстве. Также золото необходимо для выполнения заданий Федерации и повышения уровня пушки, для покупки дополнительной энергии в битвах Альянса, энергии в других событиях. Политика — это суммарный показатель добычи зерна у султана. У советников данный параметр изображен в виде рукопожатия. Параметр политики отображен в верхней части в виде кукурузы. Количество кукурузы необходимо султану для повышения защиты в битве Альянса, выполнения заданий Федерации. И очень важна для получения солдат. Культура — это суммарный показатель добычи солдат, но сама по себе культура неэффективна без добычи кукурузы, без политики. Это можно увидеть во дворце. Во дворце два советника. Мелек и Синан. Мелек дает ресурсы. Нижний показатель — это прирост солдат. Здесь мы видим, что для получения солдат необходимо два параметра. Это культура в виде сердечек и кукуруза. То есть количество солдат будет прямо пропорционально количеству культуры, деленное на количество кукурузы затраты. То есть кукуруза здесь играет второстепенную роль. Это ваш ресурс, который вы копите. Вот отсюда. Но чтобы накопить кукурузу, вам необходим провиант. То есть солдаты — два параметра для получения солдат. Это культура и количество кукурузы. Это вы должны усвоить. Чтобы больше получить солдат, у вас должна быть больше политики и некий запас кукурузы. Неважно, вы откуда возьмете кукурузу. С провианта, либо из рюкзака с наград. Во вкладке ресурса Мелика 3 основных параметра, которые жизненно необходимы для игры. Это золото, провиант и солдаты. Изначально у игрока каждые 30 секунд обновляется этот сбор ресурсов. При повышении науки будет повышаться и время сбора ресурсов от 30 секунд до 30 минут.
Поэтому на начальных этапах игры ни в коем случае не стремитесь повышать науку, так как увеличив науку, вы увеличите время сбора ресурсов. Показатели ресурсов собираются с показателей советников, питомцев и детей, а также бонусы ресурса. Вы можете получить 10% сбора ресурсов за питомца терьера ко всему сбору ресурсов. Также плюс 10% вы можете получить за победу вашего альянса в межсерверной битве. Либо 5% вы получите, если один из ваших альянсов на сервере победил на межсерверной битве. Здесь появится такой значок, который покажет получение дополнительных ресурсов. Почему на начальных этапах нельзя поднимать науку в первую неделю игры? Переходим во вкладку «Достижения». При выполнении определенных заданий в игре вы получите некий бонус. Задания, которые вам придется выполнять и получать за них хорошую награду, это сбор продовольствия, обучение и сбор солдат. Обращаем внимание, эти три показателя настроены не на количество суммы получения, она выполняется за количество раз получен. Соответственно, чем больше раз вы нажмете на сбор получения золота, провианта либо солдат, тем быстрее вы выполните это достижение и быстрее получите ресурсы награду. По своему опыту скажу, за первую неделю в игре в наградах за достижение со сбора золота, провианта и солдат можно получить намного больше ресурсов, чем за сбор в самом дворце. Так как во дворце вы будете получать ресурсы каждые 5, 10 или 15 или полчаса, а за выполнение заданий по 30 секунд вы получите больше ресурсов за короткий промежуток времени. Переходим к Синану. Синан. Советник дает задание, в котором вам предстоит принять решение. Выбрать тот или иной вариант развития. Некий текст предоставлен, при выполнении которого задания вы получите ту или иную награду. Либо ресурсы, либо книгу умений, либо можете выбирать опыт. Лично я рекомендую брать только ресурсы, не брать опыт, так как после достижения 5 уровня султана вам опыт не пригодится. Ресурсы более важны, чем поднятие уровня самого султана. Решение всегда приходит раз в полчаса. Это время стандартно. Увеличиваться его можно только использовав печати решения, которые будут вам даваться по мере прохождения игровых сюжетов. Вы спросите, почему не надо повышать опыт султана? Я вам отвечу, так как при повышении уровня султана у вас, кроме добавления советников, которые вам особо ничего не дадут, увеличивается количество попыток сбора ресурсов, золота, провианта, либо солдат, и решений. Заходим во дворец. Мы видим, у Мелика ресурсы я могу получать сейчас 19 раз. После чего они будут приостановлены. Взять простую математику. 19 раз умножаем на полчаса, который дает время на обновление ресурсов, это выходит 9,5 часов. То есть мне надо зайти в игру раз в 9,5 часов, чтобы собрать ресурсы. Если же я увеличу еще уровень султана, подниму еще его на 1 уровень, то мне необходимо будет заходить еще реже на полчаса. То есть раз в 10 часов мне надо будет зайти в игру, чтобы собрать награды. Так как я захожу намного чаще в игру, мне нет никакого смысла повышать количество возможных сборов ресурсов, так как я все равно захожу каждые 2 часа и собираю их. Мне будет достаточно 4, либо 5, либо 6 уровня, чтобы собрать все ресурсы без затрат. Надеюсь, этот момент вам ясен. Также на экране профиля настройки, в которых вы можете выбрать язык, ввести промокод, который можно получить у нас в телеграм-канале Гид Великий, либо в официальном канале. Здесь показаны игроки, которых вы заблокировали в чате, чтобы не общаться с ними и не видеть их. Настройки спецэффектов, музыки и анимации, которую лично я рекомендую отключать. Выбор игрового сервера для переключения между серверами Европы, Азии либо Америки. Официальная группа ВКонтакте, официальное пользовательское соглашение
и так далее. Также время сервера. Вкладка «Аккаунт» позволяет привязать ваш игровой аккаунт ко всем возможным способам. Лично я рекомендую сразу привязать ко всем, чтобы в случае взлома вашего игрового аккаунта взломщик не смог его перепривязать на другую платформу. Если у вас аккаунт привязан на ВКонтакте, второй раз его привязать ВКонтакте уже не удастся никому. Поэтому привяжите предварительно сами свой игровой аккаунт на все доступные способы. Поддержка – это техподдержка в игре, которая сможет вам помочь в случае каких-либо проблем. Но я рекомендую лучше обращаться в наш телеграм-канал Гид Великий, там поддержка будет оказана намного быстрее и эффективней и веселее. Внешность. Внешность показана одеждой, титулы, аватары, карты, почести, чертог, титул и предметы отношений. Вы можете при получении одежды менять их на ту, которую вам более понравится. Некоторые одежды берутся в событиях, некоторые одежды получаются при получении некоторых советников, либо партнеров. Титулы также в зависимости от некоторых событий вы будете получать титулы и можете их применять. Они будут отображаться у вас в чатах и рейтингах. Выход в город. Количество походов зависит от уровня VIP. С каждым уровнем добавляется плюс один выход. 11 заданий, которые доступны мне на 8 VIP уровне, будут в рандомном порядке посещать наложниц. Либо получение ресурсов при условии, что удача будет свыше 50. Игроки, которые хотят играть правильно, не рекомендую повышать удачу выше 50 и собирать ненужных наложниц. Идеально играть с минимальным количеством наложниц. Вы не должны их собирать. Поэтому всегда старайтесь держать удачу ниже 50, уменьшив таким образом вероятность получения наложниц. Они вам не надо. Для тех, кто хочет собирать все, конечно, необходимо гулять каждые полчаса и получать близость наложниц, которые уже есть, либо будете открывать. Каждые 30 минут энергия будет восстанавливаться на 1 единицу. Увеличивать энергию вы сможете с помощью силы энергии, которую вы можете получить в игре. Подведем итог. В городе два основных показателя. Это удача и энергия. Удача восстанавливается либо при выполнении ежедневных заданий, либо при получении бонусов за VIP уровни, либо за использование амулетов удачи. Энергия пополняется каждые полчаса, либо за сферы энергии. При получении наложниц в гареме вы сможете их посещать. Сейчас они отмечены как партнеры. Изначально игры это было наложницы, поэтому я их так и буду называть. Здесь указан ваш список. Можно сортировать по умолчанию, по обаянию, либо по близости. Рекомендую по обаянию. Указано их количество. Каждые полчаса вы можете их посещать для получения опыта партнера. Игра так сделана, что при посещении будет рандомным выпадание опыта. Посещение будет одно за одно нажатие. Чем больше наложниц, тем меньше вероятность того, что вы посетите именно ту наложницу, которую вы будете прокачивать в игре. Нельзя всех сразу прокачивать, необходимо качать равномерно и постепенно. Если вы начнете качать советника и наложницу к нему, соответственно, мне необходимо делать визиты. Для того, чтобы увеличить вероятность посещения данной наложницы, необходимо сократить общее количество этих наложниц. Соответственно, их не надо брать за VIP уровни, не надо их брать за VIP уровни, не надо их брать в прогулках, не надо их брать в романе и в других событиях, где даются партнеры наложницы. При посещении наложниц у вас есть шанс получить наследника. Шанс получения наследника зависит от уровня VIP. Чем выше уровень VIP, тем выше шанс получить советника. В зависимости от титула наложниц, у детей показан как кормилец, наложницы рождают детей талантливых, верховных, гениальных. Чем умнее будут дети, тем больше репутации они принесут, тем выше их умение. Соответственно, вы быстрее поднимете свою репутацию и станете сильнее, если у вас будут умнее дети. Количество детей можно повышать при помощи алмазов. Количество раз посещений детей можно повышать уровнем VIP.
Каждые 3 часа обновляется посещение к ребенку. При использовании сфер знаний этот параметр можно ускорить. В храме любви вы можете данных детей выдавать замуж, либо женить, создавать браки с друзьями со своего сервера, с альянса. При этом репутация вашего ребенка будет учтена партнеру, с которым вы проводите брак. Соответственно, имея 2 детей, допустим, по 1 миллиону репутации, у вас и вашего друга, при их свадьбе детей, ваш миллион репутации добавляется вашему другу, а репутация добавляется вам. Браки детей заключаются при помощи колец. Есть 3 вида кольца: серебряные, золотые, либо роскошные. Также можно проводить свадьбу за алмазы. Но я не рекомендую за алмазы, лучше брать за кольца, которые вы получите в процессе игры. Рекомендую детей отправлять лично в почту по поиску ID. В таком случае никто не перехватит вашего ребенка и не женит его. Я думаю, с этим у вас не должно возникнуть проблем. Классные комнаты. В классных комнатах вы можете проводить обучение для своих партнеров и партнеров ваших друзей. Вы можете открывать классы чтения, рисования и музыки, приглашать туда своих друзей и по итогу получать жемчуг, который вам необходим будет для прокачки ваших советников. Для открытия классов рисования, чтения либо музыки необходимы ключи. Ключи получаются либо в заданиях Федерации, либо за выполнение других заданий по игре. Количество ключей у нас подсвечивается зеленым цветом. Настоятельно рекомендую предварительно согласовывать открытие классов со своими друзьями по альянсу, так как человек, который открывает класс, может применить защиту. Чем выше класс, тем больше вы получаете доход. Класс рисования 3600, класс чтения 7200 и музыки 10800 за полное обучение. Эти базовые данные, которые увеличиваются при некоторых обстоятельствах. Допустим, в классе учатся люди из вашего альянса, вы получите бонус. Если у вас родство с этими друзьями, вы также получите бонус, который можно увидеть при приглашении людей. Итак, я рассказал вам про базовые стандарты в игре, которые вы должны усвоить и запомнить. Без их понятия дальнейшее развитие в игре не имеет смысла, если вы их не понимаете. Далее поговорим про Академию. В Академии советники получают опыт. Они получают для повышения таланта и для повышения умения. Умение необходимо для повышения уровня ПВП для битв советников. Опыт умения необходим для повышения талантов советников. Время обучения в Академии 3 часа. Также при повышении уровня альков вы можете расширять количество мест в Академии для себя и для посещения вашими друзьями. За посещение ваших друзей внизу вы получите карманные часы, которыми вы можете увеличивать время обучения ваших советников. Рекомендую подстраивать окончание времени обучения в Академии при обновлении дня. Ежедневно при обновлении дня есть шанс получить удвоенное количество опыта советников и умений. Соответственно, при первом сборе наград в Академии советник, у которого было обучение очень длинным, есть шанс получить удвоенное количество данного опыта. Пример у меня Мелли. Сейчас у нее в опыте большое количество. Я надеюсь, что это даст ей еще и удвоение. Если вы не знали про этот метод, ставьте обязательно лайк. Количество мест в Академии необходимо брать из расчета активных советников, которыми вы играете, которых вы развиваете. Нет смысла на начальных этапах брать все места открывать, так как не надо прокачивать всех советников. Для начала будет достаточно 4-5 мест. Это 4-5 советников, которых вы выберете на начальных этапах игры и будете их активно прокачивать. В дальнейшем за золото, в дальнейшем за алмазы. На событии возврат алмазов вы можете расширять Академию. Почему за возврат алмазов? Чтобы получить еще за это обратно алмазы. Переходим к арене. Ежедневно, 4 раза в день, каждый игрок может совершить атаку на арене. На советников, которые плюс-минус находятся в его кластере рейтинга. Мы можем посмотреть, на каком месте и кто плюс-минус возле нас. Эти люди практически всегда будут попадаться к нам на арене в битве. Обращайте внимание, что при повышении данного рейтинга будут и попадаться игроки, которые выше в этом же рейтинге.
Старайтесь не лезть на арену. При расширении советников от 60 уровня, обращаю внимание, от 60 уровня вам будут добавляться количество боев за печати PvP. У меня их 12. То есть каждые 5 советников уровня 60+ будут давать один бой за PvP печать. При атаке можно выбирать бонусы, которые дадут дополнительную силу удара, либо защиты вашему советнику. Необходимо обращать внимание на ваших советников по уровню PvP. Данный уровень очень важен для арены. Его мы можем посмотреть, нажав на такую рисунок. Здесь будет указан уровень PvP, стоимость его дальнейшего улучшения и что он из себя представляет. PvP уровень представляет критический урон, шанс его и процент, насколько он увеличит удар. То есть мой советник Телия 100% при ударе увеличит удар на 1135%. Удары на арене исходят из количества талантов. Чем больше талантов, тем сильнее удар. Чем больше умения, тем сильнее хп, защита. То есть два показателя на арене. Удар это таланты, защита это умение. Удар можно увеличить уровнем PvP. Надеюсь, это вы поняли. Компании. Существует 260 компаний. При прохождении первых компаний вам будут предоставляться министры. Министров вы встретите в 3, 10, 20, 40, 70, 140 и 180 компании. В каждой компании есть 5 замков и один главный штаб. Для прохождения замков необходимы солдаты. Для прохождения замков вам необходимы сильные советники. Если вы не можете пройти с первого раза замок, вам помогут печати PvE, с помощью которых вы можете второй раз призвать сильных советников. Существует формула для прохождения кампании. Если вкратце сказать, то ваша сила удара и ваше количество солдат решающую роль играют в этом событии. При прохождении 50-й кампании вам будет доступно открытие пушки. С помощью пушки вы сможете 3 раза в день убивать некоторое количество солдат, соперников. Я рекомендую ежедневно проходить по 3 кампании, используя данную пушку, так как при прохождении одной кампании вы получите 100 алмазов. Полностью при прохождении всей кампании вы получите 26 тысяч алмазов. Согласитесь, это очень много. После 100-й кампании вам будет доступна экспедиция. Каждые 3 дня в экспедиции проходит обновление. 3 лучших игроков прошлого этапа попадают в элитное поле битвы. То есть 2 поля битвы, элитное и обычное. Отличаются они лишь только тем, что попасть в элитное поле могут 3 лучших игроков, которые были в обычном поле лучшие, в топ-3 в прошлом событии. Сверхъестественно в этом нету в экспедиции. Необходимо каждые 3 дня заходить в обычное поле и максимально проходить кампании. Но делайте это из расчета так, чтобы получаемые солдаты за 2 дня у вас тратились на экспедицию. Солдаты, которые вы собираете в 3-й день, шли у вас в накопление. Так вы позволите себе участвовать постоянно в экспедициях и откапливать солдат для рейтинга солдат. Я так делаю, например. Почему необходимо проходить экспедиции? В наградах экспедиции есть боевой сундук, при открытии которого есть шанс получить осколок. Вот я его и создал. Есть шанс получить медаль бесстрашия и осколок бесстрашия. Это очень необходимый инструмент для повышения уровня советников после 400 уровня. Переходим к министерству. Как ранее я и сказал, при прохождении некоторых кампаний вам будут открываться министры. 8 министров открывается по мере прохождения кампании. При посещении каждого министра есть свои награды. Лично я рекомендую посещать венецианского посла, так как при посещении данного посла дается сфера силы. Это очень необходимая вещь для прокачки ваших советников и наложников. В каждом министре есть возможность похода детей в путешествие, что позволит получать вам тома талантов, редкие, обычные и уникальные.
Данные тома необходимы для повышения уровня детей в классах. Ежедневно рекомендую отправлять детей в странствия по мере выхода вашего золота. Так же, как и солдаты, я делаю 2 дня накопления, трачу в течение 3 дней. То есть 2/3 ресурсов я трачу, 1/3 я всегда накапливаю на события золота либо солдат. У меня так настроено, что я 20 детей отправляю ежедневно. Они у меня учатся. У каждого советника при достижении 100 уровня открывается 1 слот школы, в которой необходимо выставлять ребенка соответствующего класса. Например, у Телии 4 параметра. Тактика, культура, наука и политика. Ей подходят дети с любым направлением. Если мы возьмем Килича, то в школу к нему пойдут дети с тактикой. При повышении рейтинга школы советник увеличивает силу удара. Так, например, у Телии базовая сила 18 миллиардов удара. Школа же ей дает еще дополнительно 16%. Соответственно, удар у Телии 21 миллиард, что на 3 миллиарда более базового. Каждый 100-й уровень советника даст нам еще дополнительное место. Также можно открывать места для детей с помощью медалей наставника. Стоимость открытия 5, 10, 15, 20, 25, 30 медалей. После чего открытие будет закончено. У каждого ребенка свое направление развития. Есть дети на тактику, науку, культуру, либо политику. Соответственно, эти дети подойдут только тому советнику, у которого доступны данные показатели. То есть у Телии доступны все, значит любой ребенок сюда подойдет. У Килича только тактика. Соответственно, Тихомир этот с культурой не подошел бы. Здесь мы видим 2 показателя. Текущий уровень и максимальный возможный уровень этого ребенка. Максимальный уровень зависит от матери, от той наложницы, от которой он был рожден. Гвардейский полк. При достижении с султаном 4 уровня вам открывается гвардейский полк. Отдельное видео по гвардейскому полку вы можете посмотреть у меня на канале. Ссылка будет справа сверху. Гвардейский полк необходим для сбора наград. По большому счету никакой смысловой нагрузки он не несет, кроме сбора наград в тренировке. Альянс. Великий Султан — это командная игра, в которой приветствуется сообщение, дружба, интрига, скандалы, расследования. Знаю некоторые случаи, когда люди даже женились в Великом Султане. Но все начинается с альянса. Со взноса в альянс, задания альянса, совместное прохождение экспедиций и ростом уровня альянса. С повышением уровня самого альянса будут открываться новые экспедиции. Также с увеличением альянса будет расширяться количество мест на плюс 3 человека каждый уровень. Присоединившись к альянсу, вы можете участвовать в битве альянсов, которая проходит во вторник, в среду, в пятницу и воскресенье, в которой есть интриги, договоренности, ругани и тому подобное. Про битвы рассказывать я не вижу смысла, интересного в этих битвах особо ничего нет. Просто ставите советников в понедельник, регистрируетесь, во вторник выходите на поле, атакуете соперника. Для атаки не надо никакой логики. Никакой хитрости, ничего, просто нажать и оно ударит. Расстановка солдат в битву необходимо делать так, чтобы от понедельника к воскресенью увеличилось количество силы. Чтобы в воскресенье топ-игроки, одни из топ, были у вас в атаке. Но необходимо и не забывать про защиту, так как очки в битве альянсов это производная от количества атаки на количество защиты вашего замка. Соответственно, если у вашего альянса будет множество атак, но не будет защиты, ваш замок сгорит, вы не получите ничего вообще с битвы. Поэтому необходимо грамотно распределять как в атаку, так и в защиту. Игроки, которые активно играют, ставятся в атаку, игроки, которые менее активно заходят в игру, ставятся в защиту. Также в битву необходимо вносить провиант, кукурузу нашу, алмазы и использовать свитки.
Свитки покупаются в магазине Альянс. Рекомендую брать свиток Авангарда, его сейчас нету, для топ-советников, чтобы этот советник был первым в битве и на него тратили сил, энергию ваши соперники. Также свиток защиты поможет вам в случае, если у вас советники средние. Для увеличения их защиты вам необходимы будут данные свитки. Свиток силы, либо свиток защиты. Свиток силы это 300% к здоровью советника. Свиток защиты это одноразовый бонус к щиту советника в размере 600%. То есть свиток защиты после первой атаки на него больше не используется. Свиток силы действует все время, пока жив советник в защите. Раз в 3 недели происходит великое сражение, межсерверная битва, в которой участвуют лучшие альянсы. Если альянс активно делает взносы, лидер альянса во вторник и четверг может баловать своих друзей с альянса, покупая им элитные наборы за 3,5, за 5, либо за 7 тысяч взносов. Расскажу немного про банкеты. Для открытия банкета необходимо набор еды и набор посуды. Стоимость открытия банкета 100 алмазов. Количество людей, которые могут быть на банкете, от 10 до 12 человек. На Перу может быть от 50 человек. Создается за 500 алмазов. Приглашать можно сразу в Альянс, в сервер, либо сделать секретным, если вы не хотите, чтобы к вам приходили ваши соперники и бросали крыс. Ежедневно в 12 и в 20:00 открываются 2 события, которые очень важно присутствовать и выполнять их. Охотничьи земли открываются с 12 до 14 по московскому времени. Ежедневно необходимо убивать некоторых животных для получения сундуков, золотых, серебряных и деревянных. И в это время они будут выбрасываться в чат. Вот они вот так выглядят. Сейчас они уже открыты, хотя вот даже можно собрать их. Рекомендую собирать золотые сундуки, так как в них находятся алмазы. В 20:00 необходимо бить пиратскую крепость. Это событие, при котором команда игроков со всего сервера пытается уничтожить пиратскую крепость. Последний игрок, который ее захватывает, уничтожает, вернее, побеждает и получает некую награду. За очки, которые вы получите во время прохождения пиратской крепости, в магазине можно обменять на подарки. Рекомендую по максимуму скупать в зависимости от ваших очков. Башня гадалки. Это фиксация ежедневного входа в игру с получением некого приза, некоторого количества алмазов. Особо ничего здесь нету, кроме зайти и нажать ежедневно. В истории можно посмотреть количество ваших дней в игре. Напишите, ребятки, в комментарии, сколько у вас гадалка сегодня показывает. Может, кто-то есть постарше меня. VIP уровень. На данный момент в игре 13 VIP уровней. Каждый уровень получается за количество определенной покупки в игре. VIP уровни это не только покупки, но и также ежедневное задание, которые по чуть-чуть, но дают. Подробнее про VIP уровни вы можете нажать на буковку V в свитке и прочитать тут, что дают какие VIP уровни. Допустим, нулевой VIP уровень не дает ни автоатак, ни автосбора, ничего. Первый уровень VIP уже дают некоторые автоматические функции. Первый уровень можно собрать без покупок за 30 дней в игре. Далее вам будет предоставляться больше привилегий и до 13 VIP уровня, который дает увеличение всего, что можно и не нужно. Инвентарь. Своего рода рюкзак, в который сбрасываются все ваши вещи, которые не пропадут никогда. В почте за события можно хранить награды. То есть, участвуя в некоторых событиях, которые есть в правой стороне, не получив за них награды, они будут отображаться в игре вот так. Неоткрытый сундучок. При окончании события трехдневного эти все награды упадут вам в почту. В почте они будут выглядеть вот так. Награда за акцию. И где вы их можете получить в течение 30 дней. Наша игра так построена, что в течение 30 дней будет обязательно практически каждое событие повторяться. То есть, если я сегодня пропускаю роман, все цветы с романа, вот эти, упадут мне на почту. И в течение 30 дней я их возьму и использую. То есть на следующее событие роман я их активирую и смогу ими пользоваться без покупок. То есть 2 игрока, которые будут играть порознь, один будет копить, а второй будет сливать все,
у игрока, который будет идти в накопление, у него всегда будут выше рейтинги. Надеюсь, вы это знали. Обязательно в инвентаре обращайте внимание на награды, которые дают фиксированные награды, либо процентные. Так, например, набор амуниции дает 1 миллион солдат, независимо от того, где, когда, сколько вы играете. Первый день в игре, 1000-й день в игре всегда будет стандартно 1 миллион. Но если взять печать командира, она будет давать процент от количества культур. Чем вы больше играете в игре, тем у вас увеличивается ваша культура, тем у вас увеличивается доход ваших ресурсов. Соответственно, при использовании данной печати процент у нее будет 100%, но количество ресурсов, которые она даст, вам всегда будет разное. Поэтому старайтесь их копить до определенного события, когда без них уже никак. Сразу их не открывайте никогда. Открывайте всегда вот такие фиксированные награды, которые дают по миллиону, по 100 тысяч. За подготовку данного видео хочу сказать огромное спасибо ребятам с VIP канала, которые помогали мне в некоторых деталях, в некоторых нюансах. И всем ребятам, которые поставили лайк, я тоже хочу сказать спасибо. Ребятки, подпишитесь на наш телеграм-канал, в котором вы всегда можете получить интересную информацию по игре. Также заходите в наш Viber, там вы тоже информацию всегда найдете интересную. Если вы только начали играть в Великий Султан, обязательно подпишитесь на мой канал и будьте в курсе всех игровых событий. Всем удачи, всем пока-пока.